Сегодня я хочу говорить с вами о Евангелии. И Павел рассказывает очень интересные вещи. Я думаю, иногда, может быть, чуть-чуть сложные вещи из второе послание к Коринфянам. Но до того, как я буду читать его слова, нужно чуть-чуть понимать историю из Ветхого Завета, который, он рассказывает об этой истории. И, честно, я сам не понял эту историю до того, как я читал Павла несколько раз. Поэтому давайте я буду рассказывать. Это общее. Мы не будем читать там. Но если вам интересно, это 34 глава из Исхода. Но я думаю, вы можете это представить. Это было время, когда Моисей поднимался, говорил с Богом. Получил 10 заповедей. И была подобная ситуация позже, когда он получил другие правила для народа Израиля. Когда он спускался, люди заметили, что его лицо сияло. Да? И это испугало людей. Интриговал людей. Но он тогда рассказывал, что Бог сказал, и тогда он брал покрывало и покрыл свое лицо. Но когда я первый раз читал эту историю, и, конечно, в Ветхом Завете это все. Нету еще как толкования, что это значит. Но Павел здесь чуть-чуть такой. Я думал, наверное, слава Божья, это сила, да? Это может быть страшно и даже опасно для людей. Поэтому он покрывает лицо. Но на самом деле это чуть-чуть другое. Потому что они видели его лицо, он рассказывал все, еще с открытым лицом. Тогда он покрывал, когда он уже не говорил. Но это чуть-чуть странно, да? Почему он делал это именно тогда? Но Павел здесь объясняет пару вещей. Я буду чуть-чуть объяснять, тогда мы будем читать вместе, хорошо? Он, в принципе, дал две причины. Первой причиной он сказал, что он не защищал как сила Божья, Бог хотел защищать от отвлечения. Потому что это как зяло, это интересно. Люди могут больше смотреть на его лицо и не слышать его слова. Да? И второй момент, была такая идея, что это сияние на его лицо постепенно исчезало. До того, как он поднимался в следующий раз, говорил с Богом с открытым лицом, и получил еще раз. Но эти моменты можно иметь в виду, когда мы читаем место. Это давайте читаем, я буду два места читать, они подряд. Но первое место это 2 Коринфянам, 3 глава, с 12 стиха до конца главы. Тогда позже будем читать сначала 4 главы. Сейчас я сам туда. И читаем. 2 Коринфянам 3:12. Хорошо? Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. И не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилеви не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Хорошо. Первый момент. Мы должны снять покрывало с Евангелия, понимая Евангелие через проведение контраста с Ветхим Заветом. Когда мы понимаем Ветхий Завет лучше, мы понимаем Евангелие лучше. Но, конечно, есть люди, которые думают, это уже не важно, Ветхий Завет. Да? Мы читаем об Иисусе и Новый Завет. Но на самом деле это все, если мы понимаем Ветхий Завет хорошо, мы намного лучше понимаем Иисус и что Он сделал для нас. И намного лучше понимаем Новый Завет. Поэтому я говорю некоторые моменты, и как это связано с этим образом, который я уже рассказывал вам. Хорошо? Бог создал народ Израиля. Зачем Он создал их? Чтобы они следовали за Ним, и чтобы были Его представители, да? Его свидетельство, насколько Он хорошо относится к своим людям. Да? Люди должны были видеть на Израиль, и это должно привлекать их, чтобы все язычники хотели тоже следовать за настоящего Бога. Поэтому он помогал им, да?
Он дал евреям заповеди, правила, как они должны жить. Да? И даже он дал им систему пожертвований. Когда они не совершили все законы и правила, которые нужно делать, можно получить прощение. В принципе, Бог дал им все, что им нужно было, да? Самое лучшее. И как все получилось? Если вы читали Ветхий Завет, наверное, вы знаете, все равно не получилось для народа. Всегда был верный остаток. Всегда был некоторые герои из Ветхого Завета, которые мы можем читать, они наши примеры. Но, к сожалению, как народ, как целая система, они постоянно ушли от Бога. Да? И Бог, как хороший родитель, делал все, что Он мог. Он показал им любовь. Он сказал им, что делать. Он наказал их в плен, когда плохо сделали. Да? И спас их от плена. Он делал все, что можно делать. Но, к сожалению, эта система не работала. Даже когда у нас есть такой, как пример, да, что они даже видели славу Бога. Бог дал Моисею возможность видеть его лицом к лицу. Да? Видели его славу, видели его силу. Это не было достаточно. И Павел здесь старается подчеркнуть такая идея, что это сияние на лицо Моисея постепенно исчезало. Почему? Потому что эта система, это, путь, как Бог хотел показать себя, это было временно. Израиль был момент Израиля в истории, который помогал нам тогда понимать наши нужды, что нам нужно что-то, кто-то больше, да? Нам нужен Иисус. Это интересно, но я думаю, Бог постоянно старается учить нас это, что нет внешнего системы, которую мы можем использовать, чтобы контролировать нашу жизнь, да? Чтобы наша жизнь все было хорошо. Мне лично интересно, как были современные примеры, смотреть на, может, известные люди. Конечно, в мире всегда есть люди, которые имеют успех. Они, может быть, неверующие, да? У них есть деньги, у них есть очень хороший ум, они очень красивые, но у них очень много. Но часто, если это возможно, узнать больше об их жизни, вы видите, что даже самые лучшие примеры, которые существуют сегодня в мире, у них есть свои большие проблемы. Да? Извините. Был один человек, его зовут Джеймс Кларк. Он создал 3 компании, которые все зарабатывали больше $1 миллиарда. Очень богатый, очень успешный человек. В основном в области технологий. Да? Но делай интервью с ним, если он доволен. Нет, не доволен, потому что есть некоторые люди, которые богаче его. Но может быть, он будет доволен, если он станет самый богатый. Может быть. Очень жалко. Был историк, его зовут Пол Джонсон, или Павел Джонсон. Он написал книгу, которая называется «Интеллектуал». Спасибо. У меня есть тоже. Да, спасибо. Он написал книгу, называется «Интеллектуалы». Некоторые из, на последние несколько 100 лет, из самых известных интеллектуалы. Например, Толстой, Гемингуэй, Руссо, некоторые другие. И он показал, как у всех из них были серьезные моральные проблемы. Некоторые, как Гемингуэй, он суицид совершил, депрессия, ужасная семья, разные проблемы. К сожалению, самая лучшая система, самые лучшие таланты, дары, которые у нас есть, это недостаточно. Потому что нам не нужно что-то извне. Нам нужно какое-то изменение изнутри. Да? И это, что Бог здесь предлагает. Что преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Да? Нам нужно внутреннее преобразование. Даже Иисус говорил, что самое правильное это недостаточно. Да? Он говорил в его время, книжники и фарисеи, которые считались самыми святыми в это время, да? Все равно нужно больше праведности, чем есть у них. Да? Поэтому это Ветхий Завет, который дает нам очень много хороших уроков в жизни. Это даже целая система была, чтобы мы поняли, что это невозможно решить все свои проблемы. Нету как самая лучшая система. Даже если у нас был самый лучший талант, самый больше денег, это все не решает наши проблемы. Только внутреннее преобразование. Бог предлагает, чтобы мы не просто отрезали его как лицо, да?
чтобы было что-то изнутри, чтобы Святой Дух изменил нас каждый день. Это первый момент. Второй момент. Мы должны снять покрывало с Евангелия, не сводя Евангелие к своду праву. Здесь, может быть, заметили на этот текст, который я только читал, можно чувствовать сердце Павла для его людей, для Израиля. Да? Бог призвал его, чтобы быть апостолом-язычником. Но он всегда любил своих людей. Ему было так жалко, что его люди все равно, но большинство не следовало за Иисусом, не получили это спасение от Иисуса. И можно представить, как Павел сидел так много лет в синагоге, слышал правду, старался быть праведным, да? И все равно он понял, что это не получилось. Это очень жалко, но, к сожалению, это всегда легко стараться, как сказать, следовать за внешней формой и не понимать внутреннее как значение. Я исследовал чуть-чуть еврейский как понимание религии, да? И есть такой как образ, который они используют, который мне это очень интересно. Это как бы полезно, но тоже есть, как вы увидите, большая опасность потерять смысл Бога, да? У них есть такая идея, что грех это как скала, да? Если ты идешь в край, этой скалы, можно упасть. Это правда, да? Как грех. Поэтому они думают, окей, чтобы было безопасно, мы будем строить забор. Да? Тогда мы безопасны. Но они добавят правила. Да? Я не хочу делать это, поэтому я не буду делать это. Окей. Но тогда есть тенденция думать, знаете, этот забор достаточно близкий у скалы. Нужно строить забор чуть-чуть дальше, да? И можно строить, и строить, и строить. И тогда, что вы видите? Вы видите только забор, да? Только правила. Уже забыли причины, почему это все было. Потому что мы хотим хорошие отношения с Богом. У меня был один, я не знаю, если хороший друг, но друг, мы работали вместе, когда я работал с компьютерами. И он ортодоксальный еврей. Хороший человек, мне понравился. И у меня один раз была возможность посещать его домой, когда был суббота. И он консервативный еврей, он старался соблюдать все правила, которые они используют. И мне было очень интересно. У него, он женат, и еще не было детей. Его жена собирался поступить на какой-то высшей степень. И ей нужно было, как я понял, сдавать какой-то экзамен по математике. Но по правилам они не могут написать больше, по-моему, чем 2 буквы на субботу. Поэтому представьте, она готовилась на экзамен все в уме. Разве это легче? Не знаю. Я думал, они создали так много заборов, что они уже потеряли смысл, да? Но смысл субботы, что нам нужно иногда отдых, да? Физический и духовный. Бог хочет, чтобы мы проводили больше времени с Ним. И Бог хочет, я думаю, тоже очень важно, чтобы мы доверяли Ему. И понимаем, что мы не можем решить все наши проблемы. Потому что я не знаю о вас, но часто я думаю, у меня нет времени за субботу. Да? Мне нужно делать так и так и так. Если не делаешь, кто будет это делать? Это просто верить, да? Но это принцип, потому что мы хотим лучше отношения с Богом. Не потому что нужно делать А, Б, В, Г, Д. Я тоже вспоминаю детские истории, может быть, вам это знакомый. Знаете, как Клайв Льюис написал о Нарнии? И я забыл, кто задавал вопрос, может быть, знаете. Спросил я об этот ослан, лев, да, который образ Божий, да? И спросил, он безопасный? Они говорили, нет, не безопасный, он добрый. Да? Более важно думать о доброте Бога, да, чем просто как много путей мы можем делать неправильно, да, насколько это опасно. Да? Конечно, нам нужно стараться не грешить. Я не говорю, что это не важно. Конечно, нужно. Но самое главное отношение с Богом, это должна быть наша мотивация, чтобы не грешить. Конечно, я говорил об Израиле. Но я думаю, скорее всего, есть подобные проблемы в церкви сегодня. Да? Но я лично не вырос в церкви. Да? Я покаялся, когда мне было, 18.
Но я знаю, что много людей, которые выросли в церкви, у них есть проблемы, потому что они так привыкли. Они, может быть, принимают все как должное, да? Они знают, как петь правильно, как молиться правильно, когда нужно стоять, когда нужно сидеть, да? И тоже это легко, только сосредоточиться на правильном. К сожалению, у меня есть мама, которая ходила в церковь в детство, но не знает Господа. Конечно, можно это было предвидеть, потому что ее родители послали ее и все 4 ее сестры в церковь и сами не ходили. Ну, они считали это хорошо для морали, да, как можно ходить. Все мои, тети, они неверующие, да. Моя мама достаточно симпатически, на вера. Когда я дома, она ходит в церковь со мной. Она любит петь. Я даже говорю с ней часто, проповедь, который был. И это интересно, она всегда говорит, да, очень интересно. Тогда я спрашиваю о подробностях, да? И она не знает. Она не понимает. Когда я читаю это место в Библии, это меня вырезает, как я вижу ее жизни. У нее есть покрывало. Она не видит, это как тюрбан или что-то. Я не знаю почему, я молюсь много об этом, но она не видит. Она знает, как идти в церковь, она считает это правильно, она любит петь, но она не принимает смысл. Да? Я думаю, это всегда опасность для нас в церкви. Что, конечно, есть много нужно делать. Конечно, я как миссионер, это нужно было понимать. Новая культура, новая церковь, когда стоит, когда сидит, да? Как молиться правильно, да? Но это вещи нужно понимать. Но это все целью, чтобы знать Бога лучше, да? Чтобы обыграть друг друга больше. И здесь мы видим, ключевой текст, это 3:16. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается, да? То, в принципе, у всех неверующих есть какое-то покрывало. И только это снимается, если есть настоящее отношение с Христом. И, конечно, мы должны говорить о Христе, но тоже нужно молиться, чтобы Бог это сделал. Потому что я знаю, что я не могу настаивать, чтобы моя мама поняла все. Да? Но Бог еще работает. Давайте читаем чуть-чуть дальше. Я буду сейчас 2 Коринфянам 4 главе 1-6. Павел продолжает. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, в которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Но здесь он чуть-чуть более, не так прямо говорит о покрывале, но он продолжает такой общей идеей. Мы должны снять покрывало с Евангелием, не добавляя ничего к Евангелию. Да? И здесь есть как вторая щитка, может быть, на другой стороне. На одной стороне можно это сводить, как правило. Да? С другой стороне, мы можем говорить, Евангелие хорошо, но можно всегда добавить что-то. И у Павла, если вы читаете полностью 2 Коринфянам, был аргумент, был спор с разными людьми. Они в разных местах, в принципе, обвиняют Павла именно в этих вещах. Обвиняют его, что он делает стыдные, секретные дела. Они считают, что Павел плохо, он говорит плохо. И на другие места, как я сказал, Павел называет такие люди как суперапостолы, сверхдуховные, да? Видно, что они очень харизматические, они привлекают новых людей. И иногда Павел не такой харизматический. Может быть, для нас это похоже, что он очень красноречивый. Но на самом деле, некоторые считают намного лучше, чем он.
И, конечно, есть обвинение на несколько мест, что эти люди использовали Евангелие просто, чтобы зарабатывать деньги. Да? Они, на самом деле, проповедовали другой Иисус. Они считали, ну, если Иисус и Евангелие хорошо, Иисус и Евангелие плюс деньги, это даже лучше, да? Или плюс что-то еще. Но я могу, когда я думаю об этом месте, я думаю, ну, две разные, ну, как, подобные вещи сегодня. Одна вещь, это можно называть культы, да? Деструктивные секты. Например, Йосеф Смит, я не знаю, если вы слышали о нем, он основал мормонскую, ну, как, веру, да? Он говорил, что да, Библия хорошо, можно использовать Библию. Но вы знаете, у нас тоже есть книга Мормонов, можно это добавить. У нас некоторые другие книги, которые можно добавить. Да, и почему нет? Если Библия хорошо, Библия плюс, это даже лучше. Да? Но он использовал это все, чтобы собрать деньги, собрать власть. И это, что культы делают сегодня. Они работают для себя. Они делают такие стыдные дела, скрытные, они используют хитрости, как именно Павел говорил здесь. Но Евангелие это достаточно. Если кто-нибудь говорит, что нужно что-то еще больше, чем Иисуса, это уже большая проблема. Ну, конечно, я думаю, всегда есть искушение, как сказать, хотя что-то лучше, да? Ну, конечно, я хочу, ну как, иметь больше денег. Конечно, я хочу, выглядеть умнее, чем другие люди, да? Это всегда приятно. Но Евангелие достаточно. Есть другой вид этого, который, может быть, я могу называть их христиане, я не знаю. Но, к сожалению, есть лидеры церкви, которые используют их церкви, чтобы зарабатывать деньги. Когда я вырос в Америке, были очень популярны такие евангелисты на телевидении. Я помню, как мой папа всегда злился на них и думал, они представители настоящего христианства. Потому что они используют это религию, чтобы зарабатывать деньги, чтобы получить власть. Да? И, к сожалению, есть, был представители, такие и есть. Да? И это тоже нам нужно быть осторожным. Евангелие должен быть достаточно. И, к сожалению, из-за этого, не знаю, коррупции, много людей не сырят за настоящее Евангелие. Потому что они видят это представители, и считают, конечно, это неправда. Да? Евангелие достаточно. Но как мы объясняем Евангелие, всегда нам нужно думать, как лучше это объяснить, зависит от людей, с кем я говорю. Я думаю, это, как отрывок, очень интересно. Я, наверное, никогда не думал говорить о Моисее и его покрывало, если Павел сам не сделал это. Павел понял свою аудиторию. Да? Он понял, что они очень уважают Моисея, и он старался использовать это, пример, это образ, чтобы лучше открыть настоящее Евангелие. И есть некоторые образы, которые тоже можно использовать сегодня. Я преподаватель миссиологии, поэтому всегда мне интересно читать из разных культур, и как они по-разному объясняют Евангелие. Это то же самое Евангелие, но они используют разные пути. Один богослов, он японец, который служил в буддийской культуре, его зовут Коскей Кояма. И мне нравится этот образ. У него много, но хотел поделиться один. Я думаю, может, вам интересно. Он сказал, это легко нести Евангелие или нет? Если ваше Евангелие больше похоже на чемодан, который очень легко нести, это не настоящий. Евангелие – это крест. Это большой, тяжелый, неудобно, нет ручки. Да? Нам нужно это нести. Это настоящий Евангелие. Конечно, всегда нам нужно искать лучшие пути, как объяснять Евангелие. Но нельзя добавить или нельзя заводить это просто на список правил. У меня есть еще один последний момент. Мы должны снять покрывало с Евангелия, открыто рассказывая историю Иисуса Христа и нашу историю. Конечно, наша история не должна быть как первый, да? Но что я имею в виду? Я имею в виду, как Иисус Христос работал в нашей истории. В принципе, что вы только говорили, когда вы говорили ваше свидетельство. Я думаю, это уже мой проповедь, слава Богу. Да? Потому что, конечно, мы не все самые красноречивые. Да? У нас все есть разные дары. Но у нас всех есть какая-то история рассказывать, да? Если мы знаем Иисуса Христа в нашем сердце. И это очень сильная история. Да? Говорить, что Иисус сделал,
и что Иисус делает в нашей жизни. Есть пример здесь, даже если вы видите слова, которые Павел использует, как свет и все это очень напоминает его личное свидетельство, как он сам покаялся на дороге Дамаска. Как Бог появился, этот свет, он стал слепым, тогда Бог лечил его и дал ему призвание служить. Поэтому Павел здесь сам пример, что мы должны использовать наше свидетельство. Я хотел рассказывать еще одну маленькую историю. Может, вы знаете этот человек, он один из основателей евангельской веры здесь, но он служил в Питере. Его зовут лорд Редсток. Не знаю, если знакомы. Он англичанин, который воевал во время войны в Крыму. Это было в 19 веке. И после этого он покаялся. И у него было это как призвание, чувство, что он очень хотел вернуться в Россию. Он, конечно, воевал там против России, но сейчас он чувствовал, что Бог хотел использовать его, чтобы люди из России покаялись. И в 1874 году он получил возможность. Но у него был интересный подход. В одной стороне он очень как богатый, вообще он граф Редсток, да? У него был благородный титул. Да? Поэтому это крылья, чтобы он говорил, тоже благородные люди там, в Питере. Проблема в том, что он не говорил по-русски. Но он говорил по-французски. И тогда большинство благородных людей говорили по-французски. Поэтому он рассказывал об Иисусе. Но он не был единственный человек. Были другие. В это время пригласили многие из Запада говорить. Но он был один из менее красноречивых. Его Евангелие было достаточно простое. Он говорил фразы как «Вы знаете Христос?» Или как у вас душа?» Вот такие вещи. Да? Очень простые, но важные вопросы. Да? И он привлекал людей через его простоту, через это очень простое Евангелие. Мне нравится у него была такая привычка. Тогда был транспорт, можно было ехать, наверное, как это называется? Да, колесницы, наверное, и лошади, да. Но он всегда отказался, он всегда ходил пешком. Почему? Потому что он думал, вдруг он встретится с кем-то, и можно поделиться Евангелием. Но, конечно, такая проблема. Обычные люди на улице не говорили по-французски или на английском. Поэтому он говорил пару слов на русском и все. У него был большой, как пальто, и большие карманы. И здесь он вложил все, как Новый Завет и Библии, русский. И он передал, показал несколько стихов, которые он знал, и шел дальше. Да? Бог очень благословил его через это. И, евангельские христиане, это вообще все от его движения. И Пашков и другие после. Да? Вы знаете, это, конечно, ободряющая история, но все равно, я думаю, это легко иногда думать о предыдущие плохие примеры. Да? Я могу говорить лично. Да? Моя мама ходит в церковь со мной и все равно не понимает. Мой папа считает, в основном считает, что христиане лицемерны. Когда я это вижу, тогда мне сложно поделиться. Знаете, может у вас тоже есть родственники или друзья, которые то же самое. Но Бог может делать чудеса. И если Бог делает через этот Редсток, целое движение христианства, Бог может использовать наши, может быть, простое свидетельство. Да? У нас есть возможность поделиться Евангелием. Нужно снять это покрывало, да? От нас, от других. Конечно, мы зависим от Бога, чтобы это делать. Пусть Бог благословит нас, чтобы Он показал нам именно, как это делать каждый день. Аминь.